Каждый год пользователи сети сдувают пыль со старой истории с Эбигейл Лестер, женщиной, которую в зоне 51 якобы превратили в монстра. Это старая теория заговора о таинственном эксперименте, проведенном в зоне 51 под названием проект Эбигейл. 14 июля 2004 года – это дата, когда правительство Соединенных Штатов Америки решило сообщить о существовании хорошо известной зоны 51. С момента ее раскрытия тысячи и тысячи теорий начали окружать ее. Даже сегодня они продолжают появляться. Зона 51 считается крупнейшим центром теорий заговора во всем мире. Многие отдали бы все, чтобы там разузнать, что на самом деле скрывает самый экстремальный человеческий эксперимент за всю историю – проект Эбигейл. Эта история началась в 1945 году, когда зона 51 действовала под названием вспомогательного лагеря ВВС Индиана Спрингс. Как только война закончилась, в зоне 51 начали много спорить о том, какое предназначение будет отведено базе, поскольку она первоначально использовалась для хранения оружия и лучшей военной техники в стране. После того, как было решено, что она будет продолжать использоваться в военных целях, но также была дана научная направленность, поскольку они пришли к выводу, что нацисты были настолько сильны благодаря их постоянным экспериментам с человеческим телом. Имея это в виду, американцы решили, что они тоже должны следовать этим шагам, если они хотят стать мировой державой. Именно поэтому один из ведущих ученых этого места, известный как Альберт Вестер, решил начать проект, в котором он хотел создать что-то очень похожее на Капитана Америку. К сожалению, никто не хотел, чтобы с ним обращались как с лабораторной крысой. В дополнение к этому, человек, которому предстояло пройти через эксперимент, должен был полностью доверять Альберту. И вообще всей зоне 51, поскольку ученые не хотели, что их эксперименты, если они дадут хорошие результаты, могли попасть во вражеские руки. После долгих раздумий Альберт принял очень жесткое решение. Человеком, подходящим для проведения этого эксперимента, была его собственная дочь, Эбигейл Лестер, молодая студентка колледжа, которая все больше и больше стала интересоваться делами отца. Девушка начала подвергаться всевозможным экспериментам. Через некоторое время они начали оказывать влияние, которое Альберт мог заметить. В результате чего ее кожа начала морщиться, зубы слишком сильно выросли, а ее рассудок все больше и больше мутнел. Несмотря на эти деформации и просьбы других ученых прекратить этот процесс, отец молодой женщины решил продолжить, поскольку считал, что без всех веществ, которые они давали ее дочери, она, вероятно, умрет. Якобы повара в зоне 51 утверждали, что они все чаще стали готовить все больше еды, чтобы накормить предполагаемого монстра. Продукты доставляли в клетку, но они не знали, что было внутри ее. Через 2 года после начала эксперимента, когда Альберт заметил, что его дочь потеряла разум, и ее поведение было больше похоже на поведение животного, которому хотелось выжить, ученый покончил жизнь самоубийством. В посмертном письме он попросил специалистов попытаться вернуть женщину к нормальной жизни или хотя бы не приносить ее в жертву. Несмотря на просьбу Альберта, американские военные больше не желали тратить деньги на Эбигейл, поэтому они решили умертвить ее голодом. Эбигейл перестали кормить. В результате в первую ночь многие сотрудники зоны 51 заверяли, что они слышали вой и сильное царапание. В какой-то момент включилась сигнализация, но когда они пришли проверить, к удивлению монстра больше не было в камере. Через некоторое время 2 охранников были найдены мертвыми, существо сбежало голодным. На сегодняшний день с реализацией проекта Эбигейл прошло 70 лет. Многие говорят, что в западном крыле зоны 51 все еще можно услышать царапание. Один из самых больших вопросов заключается в том, как молодая женщина, превратившаяся в монстра, смогла так долго прожить. По сей день считается, что Эбигейл является одной из причин, по которой зона 51 настолько защищена, что американцы не хотят, чтобы какой-то исследователь мог встретиться с ней, и таким образом это могло бы закончиться роковыми последствиями. Итак, как возникла легенда про Эбигейл? Считается, что эта история могла возникнуть в результате реального научного испытания под названием Биосфера-2, которое было проведено в 2 этапа с 1991 по 1993 год и март-сентябрь 1994 года. Его цель состояла в том, чтобы определить, в каких экстремальных ситуациях люди могут выжить. По данным BBC, группа из 8 исследователей-добровольцев на 2 года изолировала себя в конструкции из стекла и стали. Внутри нее были воссозданы несколько экосистем планеты.
По сути, речь шла о проверке того, сможет ли человек переселиться на другую планету, забрав кусочек нашей. Большая часть рутины 8 участников была сведена к сельскохозяйственным работам. Они должны были выращивать свои собственные овощи, собирать зерно и получать белок от сельскохозяйственных животных и рыбы, выращенной в прудах. Основной целью было определить, может ли искусственная биосфера работать, увеличивая запасы энергии и биомассы, сохраняя при этом высокий уровень биоразнообразия биомов, стабилизируя воду, почву и атмосферу, писал в 1997 году один из ее участников, Марк Нельсон. Из-за нехватки еды участники эксперимента потеряли в весе. Кроме того, стало наблюдаться повышение уровня углекислого газа и снижение кислорода. А известно, что при низком уровне кислорода существует риск повреждения головного мозга. Эксперимент развалился, идея прожить 2 года только с тем, что было внутри биосферы 2, не сработала. В то время Эбигейл Аллен была одной из добровольцев эксперимента. В 3 часа ночи 5 апреля 1994 года Эбигейл Аллен и Марк Ван Тино нарушили герметизацию проекта, открыв одну дверь двойного воздушного шлюза и 3 аварийных выхода с одной дверью, оставив их открытыми примерно на 15 минут. Кроме того, были разбиты 5 стекол. Позже Аллен сказала, что она считала, что биосфера находится в чрезвычайном состоянии. Это ни в коем случае не было саботажем, это была моя ответственность. По всей видимости, по этой причине имя Эбигейл было использовано для создания этой легенды, не имеющих конкретных доказательств, но которая безусловно вызывает большой страх среди пользователей сети. Про Биосферу 2 был снят документальный фильм в 2020 году, и называется он «Проект самоизоляция». На этом все, подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока!